Даже не Макларен. Вот это вот трэш. Помните в мультике шапку Печкина дырявую после выстрела? Вот это примерно то же самое. У меня, в принципе, здесь даже рука почти полностью проходит. Я даже не смогу вам соврать, что эта дырка сделана специально для того, чтобы ее лучше брать было удобнее. Это неправда. А, рука застряла. Все. Пойдем дальше. Это вот шкаф, где я сейчас храню детали. К сожалению, не все влезло, опять же. Рассчитываешь на одно, в итоге всегда не хватает места. Это система PAX, икеевские шкафы-купе. Удобно тем, что может докупать модули постоянно и как лего перестраивать, высоту менять всех этих наполнений, полочек и так далее. Здесь, скорее всего, будет сборочное место. Может быть, здесь даже будет крепиться камера. Специально штангу сделал, чтобы не одежду вешать, а крепить здесь можно было какую-нибудь камеру и снимать, например, процесс сборки какой-то. Вот столик, на котором можно детальки рассыпать для сборки, поставить сюда барный стул высокий и вот здесь сидеть. Это, конечно, не самое прочное, но в принципе не хлипкое. Руки кладешь, ничего не рушится вниз, не падает. Это у меня наброски для одного проекта, о котором, может быть, потом расскажу. Вот это вторая часть тоже. Модуль чуть поуже, здесь тоже детали разные хранятся, балки. Здесь в основном будут балки и панели лежать, и колеса, потому что все коннекторы, они будут здесь в кассетницах. Сейчас осталось только по ширине кассетницы подобрать. Скорее всего, здесь будет три таких вот секции, одна, вторая, третья, потому что вот эти широкие сюда не влазят, как и многие другие. А здесь, скорее всего, у меня будет сделан тот самый гараж из Lego System и Lego Technica, который давно уже хотел построить. Скорее всего, я буду базировать его здесь, чтобы потом в нем снимать какие-то свои модели. Ну, типа в гаражных условиях там ставишь модель свою и фоткаешь. Места, конечно, мало, для маленьких моделей места должно хватить. Гараж этот дальше будет, сейчас покажу вам. Вот таких вот контейнерах я в начале своего хобби хранил детали. Они удобны, когда у вас немного деталей, когда у вас там 3-4 контейнера. Когда у вас их становится 20 штук, там, то это уже очень неудобно. Здесь какие-то детали старые валяются, которые нужно сортировать. У меня этих контейнеров много, вон там в коробке я их положил. Не обязательно показывать, их там много, я ими не пользуюсь сейчас, неудобно. Сразу лучше с кассетниц начинать. Вот. Что, пойдем дальше? Так, здесь у меня почти всегда вот так вот заставлена техникой, всякими освещениями, штативами, и то я немножко прибрался, но не до конца. Здесь, в принципе, как бы сейчас не чистота и не порядок. Вот. Вот самый лучший мой свет, кому интересно, это Boltson. Он, наверное, стоит, как все мои остальные осветители вместе взятые здесь. Вот. Ну, у него мощность, конечно, не очень мощная, зато у него очень качественный цвет идет именно по цветопередаче. Стеллаж, который пылится здесь, Mercedes, яхта моя, моя бетономешалка, автовоз с машинками и моя коллекция Hot Wheels'ов. Наверное, здесь все Hot Wheels'ы, которые у меня есть, они у меня здесь стоят. Есть очень крутые, не Hot Wheels даже, а, по-моему, Lightning называется, Johnny Lightning. Модели Hot Wheels масштаба, у которых открываются даже капоты. Джип Cherokee. Как видите, в основном внедорожники, Toyota и GDM тачки. Тут тоже немножко Toyota. Это у меня хранилище, которое я никак не могу заняться им настроить для бэкапов. Типа оно RAID массив поддерживает из 2 дисков. Одно из самых бюджетных и вроде бы по отзывам неплохих. Это моя первая VPL, которая дешевая, без аппаратуры идет, а с такими с упрощенными пультами. Потом я заказал уже нормальную, она у меня где-то здесь лежит даже. Вот. Когда-нибудь сниму с ними обзор, наверное, с Toyota Hilux из Lego. Это джип Wrangler. Как он называется, зеленый-то?
Trailcat, по-моему. Trailcat я начал строить. Что-то тут наколхозил спереди, не я. Братишка у меня. Trailcat по Мадокиной схеме, но шасси надо было делать свое хайлаксовское, переделывать под этот Trailcat, ну и с большим клиренсом это. Возможно, сейчас это сделать будет удобнее, потому что появилось очень много лаймовых деталей от того же Lamborghini, и появились очень классные планетарные редукторы. Они сюда, мне кажется, подойдут очень хорошо, потому что порталы в такую компактную конструкцию сувать не получится. Неудобно будет. Вот. Ну, штативы. Тут я не знаю, что еще вам показать. Мой основной монтажный компьютер. Есть у меня еще дома iMac, чуть поменьше, попроще. 2013 года модель на i7, не помню какой, по-моему, 3,5 ГГц. Вот. Ну, уже, скажем так, староват для монтажа 4К, точно староват. Еще Full HD, в принципе, нормально. И, кстати, на нем можно играть еще. Например, GTA 5 на нем идет. Там стоит, по-моему, у меня GT 780 или GTX 780 видеокарта. Вот для съемки это леса, я не знаю, как правильно их называют, пантографы, леса. Эти все вот штуки опускаются для того, чтобы можно было крепить сюда камеры, освещение дополнительное. Вот последняя моя штука — это такая рамка для того, чтобы здесь вот закрепить головку для видеокамеры, и сюда я креплю свою камеру для того, чтобы снимать вид сверху. В моих последних обзорах вы такой вид видели. То есть теперь у меня камера здесь закрепляется. Даже я для этого камеру купил на Авито, опять же. Купил еще одну камеру себе чисто для съемки вот с рук, чтобы основной камерой постоянно ее не снимать со штатива спереди, а вот маленькой камерой снимать отсюда и просто с другого какого-то угла. Стол я показывал уже, мой поднимающийся, классный. Вот, по моделям, что дальше? Обратите внимание, инородный объект, инородный предмет у меня в студии, это Kada Master, который надо делать обзор тоже. Это модель T-Lego, фаната Lego, который сделал ее на заказ и продал, видимо, потом уже впоследствии Каде. Классная модель, я не сомневаюсь, но меня пугает сборка, потому что там 5 инструкций, и есть инструкция под номером 0. Это та инструкция, в которой исправлены косяки всех 5 последующих инструкций. То есть вам нужно оперировать одновременно двумя инструкциями, нулевой и одной из 5. То есть это, я полагаю, будет непросто. Но для тех, кто собрал, может быть, вы можете написать в комментариях, каково это было. Я думаю, это был трэш. Ultimate модели, оригинальные, леговские, само собой, в отличие от Кады. Lambo, Porsche, Bugatti, Гелендваген, не Ultimate, но зато на 2М моторах и со всеми блокировками. Так, демонстрационная модель Ultimate Pradic. Моя первая крупная модель и, наверное, единственная, которую я собрал, когда у меня было еще мало деталей, не было канала. И я, в общем-то, собирал ее, не отвлекаясь на другие какие-то вещи, типа обзоров и других моделей. Эту модель вы тоже Формула-1 видели, Ultimate, самоделка, мод. Это вот очередная версия, очередной экземпляр 8070 в моей студии. У меня их, по-моему, 3 или 4, 2 собранных. Ну и вот очень старый набор, не помню номер, не буду сейчас вспоминать, ошибаться. Тоже классный суперкар, который, в принципе, в том же масштабе, что и Bugatti, Porsche и Lambo. Там у меня всякие прибамбасы для съемки, дополнительные всякие крепления, там зажимы, провода, тележки там для съемки, мини-штативы. Ну, короче, всякая мелочь. Есть коробки от наборов, которые я обозревал или планирую обозревать. Есть тоже Xiaomi, который я брал ради колес. Обзор у меня, кстати... не было обзора, да. Не было. Ну и пойдемте к полке, наверное. К основной стене. Я думал, что у меня будет сборочный цех здесь, вот на этой столешнице. Но я ошибся. Здесь я обычно складываю хлам, который периодически приходится разгребать, чтобы что-то здесь снимать. Поэтому здесь я редко собираю. Для этого сейчас вторую комнату делаю. Это старый iMac 2011 года. Чуть-чуть на 2 года младше моего основного компа. Но здесь основной минус в том, что у него нету USB 3 портов, поэтому очень сложно с внешним винчестером работать для монтажа на нем. Поэтому я его буду продавать, скорее всего, в ближайшее время. Полка.
Самоделки многие уже готовые, многие не самоделки, многие модели оригинальные. Оригинальная, это самоделка не моя, автора другого. Очень хрупкий Porsche, который вот сейчас у нас, к слову, скоро будет, наверное, вытеснен с моей полки оригинальной Creator моделью. Mustang, пожалуй, самый лучший Creator Expert автомобиль, который вы можете купить и сейчас в том числе. Эта модель уже, в принципе, в своей основе готова, но надо просто лень и нет времени допилить интерьер, какие-то мелкие детали, типа там бампера переделать, может, немножко. Вот, салон там допилить. Вот. По шасси она идеальна. В принципе, я ее много раз уже катал на каких-то мероприятиях. Не в Москве, у себя катал. То есть она на двух L-моторах. Независимый привод на задние колеса и на передние. Каждый мост питается своим мотором. Они друг с другом не соединены. И это большой плюс модели, потому что у вас при блокировке одного из мостов второй мост продолжает работать и вытягивать машину практически из любой ситуации. Вот. Передняя подвеска независимая с плавающим диффом, отлично работает. Схожа она с Мадокином Дакома, но я ее очень много допиливал, поэтому не один копия, но тем не менее корни от Мадоки растут. Крутой Мадокин джип, одна из последних его моделей, которую он выкладывал, Дакома. Очень крутая, очень продвинутая модель, с очень сложной трансмиссией, но в триале, конечно, она ничего показать не может. Наверное, нужно попробовать ее поставить на планетарный редуктор, тогда она заработает, потому что сложная трансмиссия и ее два L-мотора просто рвут на части при заезде на какие-то сложные препятствия. Поэтому такой экспедиционник больше, а не триальный автомобиль. Hilux на XL моторе. Красный Hilux на M моторах у меня тут тоже стоит, который на другом шасси, так скажем, бюджетное шасси без XL и без сервы. Вот. Когда-нибудь, может, инструкцию под него сделаю, посмотрим, что еще. Это тоже был набросок кастомного FG Cruiser пятидверного. Тоже он был механический, и самая главная фишка, кроме съемного кузова, это сейчас делать не буду долго, это то, что у него рулевая система здесь, в том числе из салона, работает. Там очень необычно сделано соединение руля с рулевой системой. В каком-то видео я, по-моему, показывал вблизи. Сейчас снимать, я не знаю, есть ли смысл. Такой вот четырехцилиндровый рядный. Здесь, похоже, лучше снять. Давай мы снимем. Я на самом деле просто уже не помню, что-то нужно разъединить, чтобы снять. А, вот, вспомнил. Рулевая система почти что реалистичная, но не до конца я ее сделал реалистичной. Здесь должна стоять, как это правильно называется, сошка, не сошка, на раме, которая уже тягой поворачивает колеса. Но здесь у меня прямо тяга идет на мост. Так было проще сделать. И меньше люфтов получилось, хотя люфтов все равно много. И вот соединение необычное, которое не часто можно увидеть. Вот. И еще, кстати, есть тут привод, по-моему, отключаемый передний. Да. Сейчас у нас передний привод отключен, мотор, видите, не работает мотор. Сейчас включен полный привод. Ну, в принципе, неплохо. Если бы Lego такую модель сделала, я был бы рад. На Jeep Мадоки не было обзоров. По-моему, был какой-то обзор у меня. Потому что саму модель я снимал. Это вот белый Hilux. Просто белый Hilux. Кузов для какого-нибудь мода очередного, наверное. Это тоже для Hilux сзади триальная платформа. В принципе, я могу даже сейчас кузов этот снять, поставить сюда эту платформу. Такой облегченный вариант для триала. А авось позовут какой-нибудь на триал, я смогу быстро-быстро преобразиться. Мадокин джип на оверсайз колесах, который, конечно же, эта трансмиссия не тянет. Надо ставить какие-то порталы или планетарки. Вот. Но модель эпичная, в моем списке моделей Мадоки, наверное, по красоте на первом месте. По сложности, конечно, далеко не на первом.
Очень крутая модель, которая хороший потенциал для модов. Можно сделать короткую версию, можно сделать пикап длинный. Как он называется сейчас? Не Commander, Гладиатор. Гладиатор. Самый эффективный FG Cruiser в том плане, что он самый легкий и самый проходимый, наверное. Но, опять же, та же проблема с люфтящей рулевой системой, которую вообще очень сложно обойти, если не ставить поворотный мотор прямо на ось. Ну, на самом деле, мой самый любимый FJ. Классический FJ, перегруженный, тяжелый. По сути, экспедиционник. Для триала не подойдет. Это, опять же, FJ Icon, только удлиненная версия вот этой модели. И да, здесь диффы, а здесь диффов нет. То есть он у нас залоченный сразу идет. И разница, кстати, у обоих айконов, даже нет, не у обоих. У этого айкона другая система подвески мостов. Здесь подвеска на 4 тягах, без тяг Panara. Здесь передний мост подвешен на 4 тягах, а задний мост такой же, как на классическом FJ. На самом деле Icon тоже экспериментировал с подвеской очень много, и у них менялась система крепления мостов, поэтому в этом есть доля реалистичности. На эту тачку я обзор уже делал, вы ее знаете. Разбирать его пока не хочется, в принципе красиво смотрится на полке. Может быть, когда-нибудь погоняю ее еще раз на более мощном источнике питания, потому что ее реально бувис не выводит. Не знаю почему, но даже здесь есть понижение с багги мотора, с медленного выхода вроде бы, да? С быстрого. Но, тем не менее, при перегрузке вырубает бувис, поэтому буду пробовать ее потом с RC-бриком. Эта котлета, моя первая котлета, которую тоже, по сути, просто лень разобрать, хотя она и, в принципе, может быть доработана. Еще даже прототип Hilux, первый, наверное, мой. Такие легкие мосты по типу мостов Джексона, о котором я уже сегодня говорил. Наш член нашего сообщества. Но здесь проблема, опять же, с рулевой системой, очень сильно люфтит, потому что она сделана с помощью тяги. Вот. И поворачивала рулевая система из АТМ мотора, который стоял здесь, и с помощью червяка поворачивал рулевую сошку, если не ошибаюсь. Вот. Эта модель вы уже видели, в принципе, мой зеленый FG Cruiser давно. Она была у меня в конфигурации с снегоуборочным ковшом, о котором один из вас давно просит уже снять видео, но надо собирать этот ковш, опять крепить, пока нет возможности такой. В общем, это шасси на самом деле вот с этой моделью совместимо. То есть кузов перекидывается сюда, а этот кузов сюда. И этот кузов с пневмоподвеской, о которой я хочу прямо вот отдельно снять видос. Очень удачно получилось, она работает. Очень много шлангов здесь, 4 пневмо маленьких, у нас 4 пневмо, как называется? Пневмоактуатора, цилиндра, 4 пневмоцилиндра и система автоматического сжатия воздуха и одновременно переключение пневмоключа. То есть в одну сторону мотор вращается, у нас накачиваются цилиндры, в другую сторону тоже накачиваются, только в другую сторону. То есть одним мотором можно поднимать машину. И почему я говорил про смену кузовов? Дело в том, что этот кузов имеет обвес, съемный обвес, то есть я снимаю все внедорожное снаряжение, внедорожные все эти штуки, и ставлю сюда очень крутой обвес в виде порогов крутых, в стиле НФС, можно даже сказать, бампера, задние, передние, выхлопная система там более продвинутая. И, короче, у нас получается такой очень крутой West Coast Custom Styles, правильно буду сказать корректно. И этот кузов ставится сюда с пневмоподвеской, это получается даже круче, чем Lexus LX 570 топовой комплектации. Об этом будет обязательно видео. Я для этого держу это шасси здесь. Ну а здесь обычное шасси, схожее с FG Cruiser, но с небольшими... с FG Cruiser говорю. Шасси схожее с Hilux, но с небольшими изменениями по передней подвеске. Вот. Но принципы здесь те же самые, оно хорошо работает. Вот. Вот, собственно говоря, тот гараж, который я хочу достроить и который я показывал там в той комнате. Для него даже место есть, куда я, возможно, его помещу. Ну, в принципе, здесь он тоже неплохо вписывался в том плане, что я здесь бы построил гараж такой с отсутствующей стенкой. А здесь бы сделал выезд. Даже, может быть, здесь лего-дорогу куда-то сделать можно было там с цветочками, там красиво. Поэтому надо подумать, все-таки туда или здесь оставить. Ну, здесь вы можете видеть какие-то там кран.
даже работающий для подъема движка и других агрегатов. Верстак нефункциональный, там ничего не выдвигается. Тоже стеллажи. Вот. Здесь какие-то детали типа тюнинг. Коробки, огнетушители, канистры, глушители. Ну, кстати, Егор, по-моему, Земцев делал мне диски под заказ. Но мы с ним немножко тут не предусмотрели кое-что, поэтому они получились плоские. Это, по сути, ТРД диски тойотовские, которые я, наверное, использую в будущем, но, может быть, придется мне их переделать, потому что эта поверхность получилась плоская, а я хотел бы, чтобы она была рельефная. Ну, то есть, какие-то части выпирали бы, какие-то нет. Поэтому пока это просто отложил. Вот. Но это не вина Егора, это просто мы с ним друг друга, видимо, сразу не поняли. Вот. Наверху тоже стоят модели, в основном наборов. Вот только единственный этот краулер на базе FG Cruiser и разборных портальных редукторов, точнее. Колеса тут не леговские, это стоят колеса RC4WD, муцлингеры. Крутые. Крутые. Там 8070, 42099, там вот стоит еще один 9398, потом 9398 с кузовом. Это какой-то самоделки? Да, от какой-то самоделки, не помню чей. Да, очень крутой штурмовик. С планеты, как там, Андор, по-моему. Вот набор моторизации с 90-х, о котором все мечтали, в том числе и я. Но не суждено было этой мечте сбыться. И, кстати, даже в то время, смотрите, какие крышки были на таких наборах. Этот набор сейчас стоит, кстати, на том кране, который я вам показывал, ретро-кран желтого цвета. Там как раз все детали стоят уже. Вот. Там не знаю, что, не помню, лень доставать. Там, наверное, какое-нибудь дупло. Лего дупло. Это вот Sky, который на разборку лежит, потому что он у меня не пошел, не зашел мне. В синем цвете он, короче, неудачно получался. Он только в черном, видимо, смотрится лучше всего, потому что скрывает острые углы и грани Лего. Вот, кстати, еще одна платформа для реальной машины, только это уже для вон того зеленого, который показывал FG Cruiser. Ну, не буду сейчас. И это кузов от того же зеленого FG Cruiser. Кстати, вот здесь детали от того корабля. Трава, вот эти вот бежевые детали бамбуковой крыши. Тут же у меня двери трубчатые двери от джипа Wrangler. Ну, грубо говоря, съемный тюнинг. Ну и дрифтовое шасси, которое так любит Алексей. Кстати, я на нем уже делал дрифт. Это серия с декером, вы можете посмотреть. Поэтому так вот. Это что? А, там еще одна машина из Лего Дупла. Как бы ее достать-то? Короче, из Лего Дупла собранный кузов для шасси Хайлакса. Видно, не видно, не знаю. Что еще тут у меня есть? Под столом есть у меня, где-то здесь лежит доширак, который всегда нужен в студии, когда ты занят сборкой или обзорами и хочется быстро перекусить. По-моему, там доширак где-то спрятан. Колеса. Вот это самый дешевый способ выглядеть круто. Китайские RC колеса, которые адаптированы под Лего ось. Про них у меня видео тоже есть. Вот такая коробка у меня с RC колесами накопилась. А по факту используется только, наверное, 4 колеса или чуть больше. Да. Очень крутой набор, называется «Ты лучше всех». Купил в Магните, ходил за печеньками, увидел там этот набор. Я не знаю, там чехол для телефона, наверное, бабочка и очки. Очки у меня где-то там лежат. Очки там самые огненные из всей этой фишки. Ну, там какие-то еще аксессуары у меня вот для телефонов, для камер. Там не стоит их особо плотно рассматривать близко. Вот, в принципе, наверное, все, что я хотел вам показать.
Здесь тоже что-то лежит, но ничего толкового для вас, наверное, нет. Там коробка от 8880. Я не знаю, кто-нибудь в обзорах показывал коробку из этого набора или нет. Наверное, никто. Вот здесь красиво были разложены все детали. То есть можно было на витрине раскрыть и посмотреть, как там разложены колеса. Вот здесь колеса, по-моему, лежали. А вот дальше в пакетиках отдельные элементы какие-то сборочные. Одна коробка, целый шедевр. Надо ее заламинировать, надольше сохранить. Ну и на этом, наверное, все, ребята. Больше мне показать сегодня нечего. Для тех, кто впервые здесь был, надеюсь, я вам все показал. Если что-то не показал, и нужно что-то подробнее рассказать, можно будет отдельно сделать во время какого-то стрима. Вот. Для тех, кто повторно смотрел, я вам говорил, что ничего нового вы не увидите. До скорого, пока. Спасибо Владимиру за съемку. Сейчас мы пойдем для него какой-нибудь ништяк выберем в подарок за то, что он помог нам снять этот стрим. У него руки носить эту камеру уже устали. Поэтому все. Пока-пока.